Всем привет! Сегодня мы находимся в полях Алтайского края и вместе с заводом «Сибирьтехникой» вводим землю сельхозоборот на ротоваторном комплексе ТЛП-4М вместе с головкой Мэри Крашер MC5-190. Данное базовое шасси ТЛП-4М обладает двигателем Ямз 238 с мощностью 330 лошадиных сил. Далее механическая мощность конвертится в гидравлическую. И ротоватор гидравлического типа, имея два мотора, получая 300-400 литров, рабочую ширину ротора 1,90 м и общую ширину 2,5 метра. Обладает дополнительной опцией гидравлическим прикаточным катком и новым типом ротора с резцами «Орлиный клюв», что позволяет эффективно работать на таких полях, которые сильно заросли древесно-кустарниковой растительностью. Так, мы уже сделали первый проход, и вот эта часть земли после первого прохода. Здесь уже было два прохода и достигнуто максимальное заглубление в 25 сантиметров. Одним из главных эксплуатационных преимуществ гидравлического ротоватора является то, что нам, в отличие от механического, не надо шприцевать муфту-пок и ее настраивать. Здесь это происходит полностью в автоматическом режиме. Сама машина, базовая машина ТЛП-4М, умеет регулировать давление и давать необходимое при необходимых условиях. Нашлось у нас тут немаленькое деревце, чуть-чуть подровняли его, положили. Образовался у нас пенек. Ну, я думаю, порядка 70 сантиметров. Сейчас мы его будем убирать вместе с корнями. Это мы сразу много взяли.
Так, ну еще несколько минут назад здесь стояло большое дерево и пень почти 70 сантиметров. Сейчас готов констатировать, что ни того, ни другого нет, не могу ни раскопать ни корни, ни пни, ни остатки от него. Так водится земля в оборот финскими ротоваторами и барнаульской самоходкой. Хотелось бы еще пару слов сказать про то, насколько эргономично и удобно стало работать на гидравлике. Сегодня достаточно тяжелые у нас были условия, очень большое количество ДКРа, были большие корни, большие пни, и иногда на влажной почве, местами она тоже была, в ротор попадало очень много измельчаемого материала, и на механическом ротоваторе мы бы получили бы стопроцентное срабатывание муфты ПОК. Напоминаю, что на механических ротоваторах той же серии МГС, где установлены POC или ПОК в простонародье муфты, которые, напоминаю, что работают по принципу дискового тормоза, как на автомобиле. То есть там есть 2 или 3 суппорта, колодки, определенные регуляторы давления, которые сжимают и передают крутящий момент. Вот когда у нас превышается крутящий момент на входе на ротоватор, и мы сталкиваемся с чем-то проблемным на поле, и у нас забивается камера или происходит блокировка и остановка ротора, у нас вся избыточная энергия превращается в энергию трения. То есть начинает, грубо говоря, муфта дымиться. В данном случае, когда мы имеем систему под управлением гидравлики и перепускных клапанов, которая настраивается, и все алгоритмы просто пишутся в программе под адаптацию ротоватора, вообще никаких проблем. Здесь не нужно ничего останавливать, остужать, там, как-то дополнительно охлаждать, кидать снег, лить воду. Здесь просто нужно следить за температурой масла. Это просто супер удобно и позволяет сэкономить просто массу времени в эксплуатации, потому что любая серьезная блокировка либо авария, которая могла произойти, она предохраняется таким образом. И нам не нужно ждать там в обычных полевых условиях, там, ну, иногда бывает там 15, 20, 30 минут, все равно это время простое, а здесь мы его максимально минимизируем просто поднятием навески. Отработала система, подняли навеску, опустили, дальше работы. Самая приятная для всех и очень важная новость, то что данный инструмент для ввода земель сельхозоборот в качестве как ротоваторного, так и мульчерного комплекса доступен субсидии 15% при приобретении в лизинг.
мы вам готовы подобрать и отфинансировать ваше оборудование.